Те, кто долго общается с животными, утверждают, что они способны разговаривать без слов. Это кажется невероятным, но немало людей, живущих в гармонии с дикой природой, охотников, рыбаков, лесников, рассказывают совершенно невообразимые истории, которые ставят под сомнение привычное понимание общения. Одна из таких историй произошла в Приморском крае, и я готов рассказать вам о ней более подробно, добавив новые детали и эмоции, чтобы передать всю полноту происходящего. Дело было далекой зимней ночью 2008 года в одной отдаленной деревеньке, укрытой глубоким снегом и завуалированной тишиной. Это была одна из тех деревень, что утопают в зимнем сне, когда вечерняя тьма накрывает снегом каждый уголок, зная только тишину, прерываемую лишь звуком ветра, шумящего среди елей, которые, казалось, стояли на страже в этом великолепии природы. В этой деревеньке жил местный фельдшер по имени Алексей. Он был хорошим специалистом, которого все жители уважали и знали. После насыщенного рабочего дня, полного встреч с больными и оказания первой помощи, он с удовольствием ложился спать, готовясь к новым вызовам и надеясь, что новая ночь будет спокойной. Однажды, далеко за полночь, Алексей мирно дремал в своей кровати, уютно завернувшись в одеяло, когда его разбудил странный шум. Сначала ему показалось, что кто-то за окном ходит, гремя и стуча. Он открывал глаза и прислушивался, но кроме завывания ветра не было ничего слышно, что успокаивало его мысли на какое-то время. Тем не менее, вскоре он снова услышал подозрительное дребезжание. Ведро, висящее на краю лавочки, явно бухтелось, будто кто-то довольно сильно толкал его. В такие зимние ночи даже снегопад и ветер не располагали к беспокойству, поэтому Алексей, решив, что это всего лишь игра ветра со снегом, вновь закрыл глаза, надеясь, что это всего лишь причуды ночи, и вскоре уснет. Спустя час его снова отправили в мир сновидений, но вскоре малая нужда подняла его с постели и заставила трезво взглянуть на окружающую его действительность. Удобства располагались на улице, и он медленно встал, оставаясь в пижаме, чтобы, как обычно, выйти и справиться со своими нуждами. Но когда он попытался открыть дверь, то почувствовал, что она как будто подперта мощным мешком с песком. Настроение у него полетело вниз с каждой минуточкой. Вторая попытка открыть запертую дверь окончилась полным провалом. Он начал отводить мысли от странного беспокойства к более приземленным вещам, но чувствовал, как что-то не дает ему покоя. Пытаясь понять, что же случилось, он встал на цыпочки, приоткрыл оконную раму и вылез наружу. Этому ему приходилось делать не в первый раз. Снегопад иногда наводил такие перепонки, что выбраться на улицу было крайне сложно. Крепкий мороз мгновенно умалял его, как будто предупреждая о том, что не все будет так просто, и, выбравшись на улицу, он, вооружившись смелостью, принял решение выяснить, что могло заблокировать его выход. Осознание того, что ему нужно найти способ разгадать эту загадку, давало ему силу и уверенность в необходимости действия. Сразу же, заглянув за угол, Алексей понял, что путь к отступлению теперь отрезан. Он сам не мог поверить своим глазам. На пороге лежало огромное живое существо. Тень, словно сгусток ночи, покрытого шерстью зверя, в тусклом свете уличного фонаря, казалась настоящим тигром. Он словно застыл, кричит эмоциями и страхом, и сердце Алексея замерло от ужаса. Если это действительно был тигр, то попасть в его лапы здесь, на пороге собственного дома, ему вовсе не хотелось. Мысленно он представил, как это могло бы окончиться печально, и ему стало не по себе, когда вообразил, что это могло закончиться для него крайне трагично. Чувствуя, как вены в руках внезапно сжались, а дыхание стало трудно, он подумал о спасительном окне, но добежать до него было невозможно. Из оружия у него был только шапка, которую, ощущая накативший страх, он был готов бросить в сторону хищника. Являясь в таком напряженном положении, он почувствовал, как сердце уходит в пятки,
Адреналин, как предатель, стремительно стекал в ботинки, а на губах у него появилось легкое дрожание. Он и тигр встретились взглядом. Оба бойца, и оба понимали, что между ними не должно быть агрессии, что вот-вот они должны будут выяснить, кто из них отступит первым. Прошло несколько долгих минут, когда и зверь, и человек теперь стали поочередно сжиматься, вглядываясь в друг друга. Могучее животное сначала зашевелилось, осторожно подкрадываясь к застывшему от ужаса Алексею, и вскоре, склонив свою голову, оно покорно подставило ее под его ноги. Это был неожиданный и, казалось бы, абсолютно абсурдный жест для тигра, которого все привыкли считать диким хищником. В странной гармонии, сложившейся между ними, на какое-то мгновение удалось преодолеть барьер страха и недоверия. И, возможно, именно в этот миг произошло что-то сокровенное, что слова не могли бы передать. В свете фонаря Алексей заметил, почему тигр ведет себя так странно. На его шее красовался ужасный подарок от китайских браконьеров, безжалостно уничтожающих больших кошек в лесах. Стальная петля, которая предательски впилась в его шкуру, уже крепко вросла в кожу, разрезав ее. Рана была воспалена, и зловонный запах от нее окутывал их обоих, приближая к чувству незримой связи. Алексей, понимая, что это его шанс помочь, вдруг вспомнил о рекомендациях местных охотников, которые говорили, что не стоит приближаться к опасным хищникам. Но в этот момент, как если бы это была судьба, он, словно забыл о своих страхах, развернулся к тигру спиной и с решимостью пошел в сторону своего сарая, зная, что ни один его страх не мешает ему поступить правильно. Оказавшись в сарае, Алексей быстро нашел кузнечные клещи и вернулся к страдающему хищнику. Один щелчок, и стальная проволока разомкнула свои губительные объятия. С трепетом и дрожью он приступил к обработке раны. Это была мучительная процедура, но, к немому удивлению Алексея, тигр оставался безмолвным и лишь иногда поболтал хвостом. Он лишь чуть уклонялся в сторону, когда руки человека касались его кожи, словно показывая, что он доверяет этому человеку больше, чем сам мог бы себе представить. «Какой удивительный хищник», — подумал Алексей, отмечая, как боль могущественного зверя не заставляет его выразить свои страдания. Тем не менее, тигр, вероятно, понимал, что его жизни угрожает опасность, и теперь этот человек — его единственная надежда. Когда воспаление наконец спало, лесной царь отказался от еды, которую принес Алексей, словно сказал, что его голод подавлен другой нуждой, эмоцией, которая гораздо сильнее физической потребности. После наложения повязки на рану зверь вдруг исчез, оставив только лишь следы своих лап на снегу и перетершую деревянную задвижку, как предвестие чего-то большего, пущенного в мир. Казалось, вся драма закончилась, и жизнь вернулась в привычное русло. Прошло несколько дней, но Алексей, будто бы пытаясь забыть свои приключения, не спешил рассказывать кому-либо об этом. Состояние тревоги остро стояло в его душе. Но однажды, ночью, поднимаясь и готовясь покинуть дом, он вновь столкнулся с заковыристой дверью, которая по-прежнему не поддавалась. На этот раз снегопада не было, и, покусившись на свое любопытство, Алексей еще раз приоткрыл окно, как будто зная, что за ним стоит кто-то особенный. С каждым мгновением он чувствовал нарастающее беспокойство и желание узнать, что же там за дверью. На пороге его ждал новый сюрприз. Ветер гулял вокруг в унисон с его волнением, однако он знал, это было не просто так. Перед ним лежала аккуратная оленья туша, оставленная в подарок за его доброту, за спасение, которое дало жизнь царю тайги. Он с удивлением смотрел на пищу, будто тигр намеренно вышел из своего укрытия, чтобы оставить это в знак благодарности. Эта сцена, быть может, показалась бы странной, но для него она открыла целый спектр эмоций, от гордости до легкой ностальгии о произошедшем.
С тех пор Алексей понял, что это не единственная история о благодарности от животных. Его жизнь наполнилась новыми впечатлениями, и он начал следить за их поведением, внимая мудрости, скрытой в их поступках, которые вдруг стали носить особый смысл. Иногда у него складывалось впечатление, что людям есть чему поучиться у них. Этот тигр, вышедший на его порог в ту ночь, рассказал о себе без слов, сообщив, что он понимает, когда ему помогают. Инстинкты и внутренние чувства могут говорить сами за себя, и истории родственного единства порой требуют лишь время и наблюдательность. Человек — это порождение природы, и хоть мы стремимся разрушать ее, важно помнить, что лишь бережное отношение даст нам право на существование в этом беспокойном мире. Каждый раз, когда мы помогаем животным, мы создаем мост между нашими мирами, подтверждая, что доброта может спасать даже в непростых ситуациях. И в конечном итоге именно этот урок стал для Алексея наивысшей ценностью. Он запомнил историю маленького чуда, которое навсегда останется в его сердце, напоминая о важности жизни и взаимопомощи в нашем мире, где кажется, что человеческое и животное сходятся воедино. С того момента в деревне, среди местных жителей, начали передавать эту удивительную историю про ночного тигра и одного доброго фельдшера, который теперь наделил окружающих новым светом на жизнь. И каждая такая встреча все больше убеждала людей, что даже в изолированном обществе, где царит однообразие, можно найти друзей, даже среди зверей, и что природа готова нам ответить взаимностью, если только мы будем внимательными к ее зовам. Так, ночные истории, обмениваемые между жителями, становились тухлым огнем, который согревал, дарил надежду и мудрость. Это был не только урок для Алексея, но и для всей деревеньки. Мы обязаны заботиться не только о себе, но и о том, что нас окружает, включая леса, реки и обитателей этих мест. Животные, как и мы, хотят получать любовь и понимание, и для этого не нужны сложные слова. Они могут говорить безмолвием своих действий, а истина заключается в том, что вокруг нас есть много загадок, которые ждут, чтобы их разгадали и передали далее, мысли о которых требуют внимания и облегчения, чтобы напомнить нам о том, что мы все живем в одном мире, состоящем из взаимосвязей. И если кто-то спросит, как долго нужно говорить с животными, чтобы понять их, я смело отвечу: достаточно открыть сердце и позволить природе говорить за себя. Эти слова отголоском внутреннего понимания наглядно показывают, что иногда самые сильные связи возникают в тишине, когда чувства и инстинкты начинают говорить. Каждый имеет право на дружбу, и даже в шкурах дикого царя тайги можно найти нечто большее, чем просто животное. Можно обнаружить другого обитателя Земли, желающего понимания и связи.